Здравствуйте, ребятки! Продолжаем с вами новостную рубрику. Мне, кстати, она понравилась. Надеюсь, что вам зашло. Если это так, можете оценить ролик лайком, дизлайком, подписочкой и так далее. А сегодня мы с вами разберем две новостных темы. Касаются RX 9060 XT и 9070 GRE. Да-да, буквально пару дней назад об этом вышла инфа, что AMD-шки планируют выпустить данную видеокарточку. Хотелось все это подсобрать и выдать в одном ролике все, что известно о данной видеокарточке и о других моделях. Начнем с вами по порядку. Где-то месяц назад, даже чуть-чуть меньше, 9 марта, пошла первая информация о наличии RX 9060 XT. Самое интересное, данные модельки будут поставляться с 16 ГБ и 8 ГБ памяти GDDR6 и 128-битной шиной памяти. Якобы данная видеокарта должна напрямую противостоять RTX 5060 Ti. В настоящее время полные спецификации не подтверждены. Уже подтверждены, если что, поскольку AMD еще не раскрыла количество ядер GPU. Однако теперь мы можем подтвердить, что карта действительно поставляется с двумя конфигурациями памяти. Утечка с RX, видимо, здесь ошибочка, потому что это 9060 XT. Если перейти по ссылочке, и вот обнаружим, да, что это опечатка. Что память 16 ГБ и 8 ГБ действительно верна. У нас есть первоначальный список карт от одного из партнеров по платам, который также раскрыл некоторые основные характеристики. Radeon RX 9060 XT. Графический процессор Navi 4X, очевидно, память 16 либо 8 ГБ GDDR6. Шина памяти 128 бит, скорость памяти 20 бит в секунду, как и на 9070 XT и Non-XT. Разъем питания 1 8-контактный, блок питания не менее 500 Вт, ну и различные разъемы дисплея. Снова нам повторяется инфа, что будут карточки с такой-то вот памятью, шина памяти. Также сообщается, что 9060 XT будет иметь те же чипы памяти 20 ГБ в секунду, что и серия RX 9070, о чем я говорил вам ранее. 8-контактный плюс 500 Вт блок питания. Варианты OS будут требовать 550 Вт. В настоящее время нет информации о моделях RX 9060 Non-XT или RX 9050. Поэтому ясно, что RX 9060 XT станет первым SKU для запуска. Следующая информация у нас вышла спустя 2 недели, 22 марта. Были замечены видеокарты Asus Radeon RX 9060 XT Dual, TUF и Prime с 16 ГБ и 8 ГБ памяти. Asus готовит 6 видеокарт Radeon RX 9060 XT. Подтверждены конфигурации памяти 8 ГБ и 16 ГБ. Подобно GeForce RTX 5060 Ti, AMD также готовит 2 конфигурации памяти для своей будущей верхней видеокарты среднего уровня. Ожидается, что Radeon RX 9060 XT, третья настольная модель на базе архитектуры RDNA 4, будет запущена в ближайшие несколько недель. Хотя полные данные о спецификации RX 9060 XT пока не подтверждены, мы знаем, что карта будет использовать либо 16 ГБ, либо 8 ГБ памяти GDDR6 через 128-битную шину памяти. Считается, что карта будет использовать меньший GPU под названием Navi 44, хотя это также пока не подтверждено. Вот есть данные о моделях Asus RX 9060 XT. Две версии Prime, Dual и модельки TUF по 16 ГБ. Стоит отметить, что похожая утечка уже появилась в EEC, другое агентство, где были перечислены карты Acer Radeon RX 9060 XT. В этом списке явно отсутствуют модели Radeon RX 9060 Non-XT. Говоря о датах запуска, карта AMD должна появиться во втором квартале. Были слухи, что это как раз таки апрель. Если все это подтвердится, тогда уже буквально вот-вот на рынок появится RX 9060 XT. И самое важное, естественно, да, какие цены нас ожидают, будут ли эти цены конкурировать с 5060 Ti, потому что пошли уже слухи, что 5060 Ti будет по цене, как и 4060 Ti. По спецификациям. Здесь нам предоставили сравнение 9060 XT против 5060 Ti и 5060. По ядру пока не ясно. По памяти 16-8 ГБ, как и 5060 Ti тоже 16-8 ГБ. 5060 обычная версия будет 8 ГБ GDDR7, что немаловажное. Потому что ходили слухи, что для модели 5060 будет другая модель памяти. Странно, конечно, но окей. Шина памяти 128 бит, все. Скорость памяти 20 бит.
другие модельки 28 бит. Максимальная мощность платы 180 Вт. Это очень даже неплохое потребление. Интересно, что получится с 9060 XT. Потому что, к примеру, 9070 XT, карточка, которая стоит вот у меня в ПК, я могу понизить потребление Вт до 230. При этом с помощью небольших настроечек мы можем добиться того, что потеряем всего лишь 5% производительности. При этом на 100 с чем-то Вт понизим напряжение. Это на самом деле один из лучших результатов. Лучше даже, чем у Nvidia. Поэтому мне крайне интересно, что будет по потреблению 9060 XT. Данную модельку ожидаем в этом месяце. Надеюсь, будет очень крутая конкуренция. И самое главное, чтобы соответствовала ценам MSRP, то есть рекомендованным розничным ценам. Тогда конкуренция состоится. А как вы знаете, в данном сегменте очень большая конкуренция. Потому что еще и Intel наступает на пятки двум, так сказать, дядям и племянницам. И наконец-то новая информация, буквально пару дней назад вышла. Сообщается, что AMD готовит Radeon RX 9070 GRE. Я думаю, многие из вас ждали версию для Китая. И вот наконец-то пошли первые слухи. Кто следит за красными, вы знаете. Кстати, только обратил внимание. Честно, ребятки, абсолютно случайно вышло, что я сегодня оделся в красную футболку. Без намеков. Тем не менее, GRE-шки получились очень даже неплохие. С очень вкусной ценой и очень хорошей производительностью. Поэтому, наверное, многие все-таки отдадут предпочтение 9070 GRE, нежели 9060 XT. Возможно, но посмотрим как и что. Но тоже не факт, сейчас узнаете почему. Неделю назад начали появляться слухи о том, что AMD может рассмотреть возможность добавления новой видеокарты RDNA 4 в свою линейку. Слухи появились как раз после того, как на китайском рынке закончились запасы RX 9070 Non-XT. Общее мнение было таково, что AMD не собирается пополнять запасы этой видеокарты, поскольку уже вышла другая модель. По данным IT Home, который теперь цитирует собственные источники, 9070 GRE действительно появится. Предположительно, это означает еще один эксклюзив для китайского рынка. Однако были случаи, когда AMD выводила модели GRE на мировой рынок. Это RX 7900 GRE. У СМИ пока нет спецификаций этой видеокарты, но они предполагают, что это означает 192-битную шину памяти и, как следствие, конфигурацию памяти GDDR6 объемом 12 ГБ. Это очень похоже на графический процессор класса RX 9070. За исключением того, что у AMD уже есть такой. В случае с RX 9060 XT уже подтвержденная информация будет 128 бит шины памяти. Потенциальная RX 9070 GRE заполнит пробел между сериями 9070 и 9060 и будет соответствовать спецификациям памяти RTX 5070. В принципе, как конкуренция 5070 очень даже, я считаю, достойна. И вот у нас ниже указаны примерные характеристики данной видеокарты. У нас есть 9070 XT, 9070 Non-XT, 9070 GRE, 5070 Ti и 5070. На XT модельке на V48 XTX, на обычной модельке на V48 XT и на GRE-шке на V48 XL. По количеству ядер будет абсолютно одинаковая GRE-шка с 9070. Ускорение часов. Я думаю, вы понимаете, что это. Частота памяти 3000, тут 2500, тут, скорее всего, мне кажется, будет плюс-минус так же самое, где-то 2500. Раз уж у нас количество ядер одинаковое. Память 16 ГБ, на XT версии, на Non-XT тоже 16 ГБ и на GRE-шке 12 ГБ, что соответствует 5070. Шина памяти 256 бит, а здесь 192 бит. То же самое, что и 5070. По скорости пока не ясно, но очевидно, что будет 20 бит, потому что 9060 XT также самое имеет 20 бит в секунду. Максимальная мощность платы, вот тут уже будет интересно. Я предполагаю что-то на уровне 220, как раз таки 9070, и где-то 200. Ниже навряд ли. PCI Express 5.0 очевидно. Ну и самое интересное, это рекомендуемая розничная цена. Если 9070 стоит у нас 550 баксов, MSRP, я знаю, что на рынке она стоит дороже, тем не менее цены уже потихонечку устаканиваются. Но что будет по данной модельке и что будет по цене 9060 XT? Потому что 5070 стоит 550 баксов, а если GRE-шка будет стоить ниже, чем 550, это уже победа, я считаю. Она, очевидно, будет стоить ниже, чем 550. 450, я думаю, нет. Это, наверное, слишком низкая цена. 500 баксов вполне возможно. Как раз таки у нас и получится 500 баксов, 550 и 600 баксов соответственно. А уже 9060 XT, скорее всего, 450 баксов, что будет очень даже достойно. Ну и модельки 9050 XT, я думаю, они все-таки должны выйти.
на рынок, чтобы попадаться с максимально бюджетным сегментом. И на следующий день у нас появляется информация следующая. AMD Radeon RX 9070 GRE, как сообщается, будет иметь 12 ГБ памяти, то есть уже подтвердили. И может быть эксклюзивом для Китая. Это то, что предполагалось ранее, но похоже, что теперь у нас есть подтверждение от Bench Life, медиа-издание с очень тесными связями со многими партнерами по платам. Согласно их последнему сообщению, Radeon RX 9070 GRE, новая специальная версия графического процессора RDNA 4, действительно будет иметь 12 ГБ памяти. И тут нам сообщают, что то, что мы смотрели вот здесь вот, это все подтвердилось. И как нам сообщают, в настоящее время разрабатывается партнерами RX 9070 GRE и готова к массовому производству. Поэтому вскоре мы увидим соответствующую видеокарту на китайском рынке. Как вы уже могли догадаться, это означает, что изначально мы не увидим эту версию на мировых рынках. На самом деле, самая важная деталь заключается в том, что карта уже находится на стадии предварительного планирования и готова к массовому производству. Есть явный признак того, что модели GRE будут иметь меньший запас на момент запуска. И снова же мы видим ту же самую информацию. Ну, практически. Не было только указана скорость памяти и пропускная способность памяти 408 ГБ в секунду, что значительно меньше от своих собратьев. Дата выпуска предполагается на второй квартал 2025 года. Вполне возможно, что в этом месяце мы встретим 9060 XT, и также самое реально, что 9070 GRE тоже выйдет в этом месяце. Но, понятное дело, для китайского рынка, для того, чтобы немножко разгрузить 9060 XT. По новостям у нас получается как-то так. Очень жду новые модельки видеокарт, посмотреть, что там будет по тестам. И плюс, самое важное, это будет потихонечку охватывать рынок. То есть AMD нацелена вести очень серьезную игру. А когда появится на рынок 9060 XT, GRE, 9050, собственно, это охватит многие сегменты рынка. Я вам скажу, даже модельки 9050 будут актуальны. Почему? Так как у нас будет поддержка FSR 4. А это, на минуточку, очень даже хорошая технология масштабирования. Если 9070 XT во всех играх справляется без масштабирования, то как раз таки уже 9050 либо 9060 XT будет, скорее всего, использовать масштабирование FSR 4.0. И как вы уже видели по предыдущему релизу, допустим, одни из нас Part 2, ремастер-версия, там сразу на релизе уже добавили FSR 4, что я считаю очень хорошей новостью и первым шагом. Надеюсь, будущие релизы будут нас радовать не только FSR 4, но и хорошей оптимизацией, самое важное, чтобы можно было обойтись все-таки без масштабирования. Как-то так. Если вам такие ролики заходят, можете оценить лайком, дизлайком, подписочкой и так далее. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.